Всем привет! Хочу вас познакомить с большим и счастливым семейством Флоп. Это Бенедикт старший. Он депутат местного значения. В самом расцвете сил. Его очень любят избиратели, так как он добрый, но справедливый. Всю свою жизнь он занимается политикой. И все это время рядом с ним находится его друг, соратник, советник и любимая жена Сильвия. Они познакомились еще в колледже, где Бен изучал юриспруденцию, а Сильвия училась на искусствоведа. Со временем их брак стал прочным союзом, который продвигал главу семейства по карьерной лестнице. Сильвия же стала известным художественным критиком и очень активной домохозяйкой. Ее манили баночки с вареньем и пироги с золотистой корочкой. Днем она была жестким критиканом, к мнению которого прислушивались, а вечером превращалась в заправского повара, у которого все пылало и летало на кухне, но домочадцы были в восторге от этих кулинарных изысков. Также в семье имелась старшая дочь Хлоя, очень эгоцентричная особа с большим самомнением. Она особо ничем не хотела заниматься в жизни, и интересов у нее не было. Отца это немного беспокоило, но повлиять он на нее совершенно не мог, так как просто обожал свою дочь. Еще в семье был Бенедикт младший, мальчик, от которого можно было зарядить энергией целый квартал. Веселый и шебутной ребенок, который умилял своими выходками лишь своих родителей. Соответственно, дети в этой семье были слегка разбалованными и залюбленными. Но в один день все счастливое семейство потеряло сон и покой. Сильвия сначала слегла с легкой болью в сердце, а потом внезапно умерла. Врач сказал, что все произошло очень быстро и помочь они не смогли. Бенедикт старшие дети были, мягко говоря, подавлены. Но это был не конец их черной полосы. Пока глава семейства боролся за жизнь жены, а потом учился жить без нее, его друг и соратник подставил его. С Уолтером Бен старший работал с самого начала. Тот всегда был его заместителем на каждой должности, которую занимал. Но, как оказалось, всегда завидовал и в отместку стал растрачивать бюджетные деньги. А когда полиция заинтересовалась этими махинациями, то Уолтер смог подставить своего непосредственного начальника. В итоге ничего не понимающего Бенедикта допрашивали, а потом посадили под домашний арест с перспективой реального заключения. Но, к счастью, адвокаты оказались на стороне Бена. Они смогли отвести часть обвинений и смягчить изначальный приговор. Но семье все же пришлось лишиться всей своей недвижимости и сбережений, вследствие чего они оказались практически на улице. В день, когда семья навсегда покидала их шикарную квартиру, Хлоя в последний раз заглянула в почтовый ящик. Там было письмо от нотариуса с известием о том, что Бенедикт старший унаследовал от ныне покойной Сильвии небольшую семейную ферму ее родителей. Теперь есть хотя бы где жить, ведь правда? Еще раз здравствуйте. И будем более оптимистичными. Это была предыстория нового челленджа. Она немножечко грустная получилась, но мне кажется, так будет даже интереснее. Данный челлендж я задумывала уже очень-очень давно, где-то полгода назад. Все обдумывала, как же его сделать, но новое дополнение, собственно говоря, добавило последний пазлик в эту картину, потому что появилась возможность создания пустого холодильника на участке, когда сколько вы купили продуктов, столько вы и потратили, столько вы и приготовили, и можете, собственно говоря, приготовить. Это было именно то, что мне нужно. Я думаю, многим тоже. Многие поэтому скучали, потому что ранее в Sims была такая полувозможность, то есть можно было и так использовать продукты, то есть можно было и из своих продуктов что-то делать, и хранить их в отдельном холодильнике, и использовать покупные продукты или там бесконечный холодильник. В общем, у нас теперь прекрасная возможность, мы можем очень сильно ограничить наших симов, и это идеально для челленджа. Я, к сожалению, из тех людей, которые чем больше симы страдают в челлендже, тем лучше. Чем меньше у них денег, возможностей, чем больше у них ограничений, тем веселее. Собственно говоря, наш челлендж заключается в том, что моим персонажам надо как-то выжить, как-то улучшить качество своей жизни, то есть каких-то прям сильно определенных вещей
вещей в этом челлендже я себе не определяю. Просто вот они оказались в этом месте, у них 0 денег, у них нет возможности работать на другой работе. Ну, то есть, как бы, в предыстории я предположила, что как минимум мой Бенедикт, который отец семейства, он не может теперь работать нигде, по крайней мере, в политике точно, но в другом месте тоже я не хочу, чтобы он работал. То есть, исключительно жить на, так сказать, своем хозяйстве. Наверное, так. Ну, то есть то, что вырастили, то и ваши из серии. То есть коровки, птички, ну, в смысле того, что курочки, яички, рыбка, все овощи в вашем распоряжении, вот все, что есть, все вы можете. Но я думаю, что для остроты данного челленджа я, конечно же, создала достаточно противных персонажей, в том плане, что они достаточно такие высокомерные, брезгливые. Девочка Хлоя, она у нас вегетарианка, она, по-моему, эгоцентричная, в общем, такие не самые приятные люди на самом деле. Но для города они были вполне себе нормальными и так далее, поэтому со временем они будут у меня меняться, потому что они будут обживаться, они будут совершать новые какие-то поступки, совершенствоваться, развиваться. Я со временем буду, конечно же, и их одежду менять, потому что они сейчас одеты, ну так, не очень подходящие для данной обстановки. Я думаю, это будет как раз прикольно. Вот. Со временем поменяется, конечно же, их одежда, плюс поменяются их черты характера. Я буду постепенно вводить им немножечко другие черты характера. Вот. Поэтому они будут развиваться в этом челлендже. Так что в целом, что я хочу сделать, это выжить за счет даров природы и своего хозяйства, как-то приумножить свои деньги, то есть зарабатывать они тоже смогут только тем, что они вырастили, то есть то, что они создали, там, опять-таки, коровки, курочки, все, что они там производят, все, что у них есть в распоряжении, все, как бы их, они могут это все продавать. Они могут делать закрутки, ну, консервацию, точнее. Они могут делать консервацию, они могут делать, не знаю, там, все что угодно на продажу, что там можно продать. Вот, все, что найдут, все их, но работать на официальной работе они не могут. Но дети, понятное дело, будут первое время ходить в школу. Ну, как первое время, у нас только одна девочка с подросток, и она, ну, в какой-то момент закончит школу и тоже будет помогать папке. А папка тоже уже не самый молодой человек, поэтому думаю, что со временем эта ферма перейдет к Хлое. Вот. И саму ферму я, конечно, сделала такой немножечко жестичковую, потому что у нас тут душ и туалет на улице. Да, я решила, что должно быть все правдоподобно. Деревня так деревня, значит, туалет на улице. И плюс у нас стоит здесь ограничение, что нет удобств. То есть нет электроэнергии и воды. То есть даже если они что-то классненькое такое купят, то, скорее всего, придется либо покупать то, что у нас с экожизнью пришло, то, что заменяет. Я не помню, как это называется, по-моему, то, что собирает дождевую воду, еще что-то. Ну, короче, какие-то альтернативные источники придется искать, если захотят прям крутую ванну себе поставить. Ну, я думаю, тоже со временем они типа проведут воду. Я думаю, что провести воду и свет можно отдельно за какое-то денежное разрешение. Кстати, хорошая идея, мне кажется. Ну, то есть, как бы со временем они будут расширяться, они будут улучшать свои жилищные условия. И как бы логично, чтобы провести газ, воду и свет, нужно заплатить для того, чтобы это все провести. Я думаю, можно спокойно будет убрать это в описании дома, и со временем у них будет достаточно цивилизованная ферма. То есть она будет такая вся обжитая, конечно, с коровками, с курочками, но все-таки это уже будет более комфортабельное. Но это будет вообще не скоро, вообще. Сейчас у них 0 симулионов, 0 вообще настроения, они все уставшие, переехавшие, расстроенные после гибели их матери семейства. В общем, они все расстроены из-за этого. Еще и дождь идет. Я подумала, что это просто гениально, конечно. Такая погодка им выпала. То есть туалет на улице. Все непонятно. Все в паутине. Представляете? Когда вы заходите в дом, в котором уже достаточно давно никто не живет, еще и дождь. Такая как бы влажность очень сильная. Все такое холодное, промозглое. В общем, кошмар и ужас. И они в такие условия приехали. Им нужно будет как-то в этом всем выживать. Но я постаралась
хотим на самом участке, конечно же, расположить максимум того, что я могу им предоставить. То есть у них есть прудик не с водой, ну, в смысле, с водой тоже, конечно, с рыбой. То есть, чтобы можно было сразу наловить какую-то рыбу, так как я им сделала пустой холодильник, который уже вначале упоминала. То есть у них вообще нету никаких запасов, у них 0 миллионов, то есть с чего-то покушать надо бы, как бы, хоть как-то перекусить. Они бы, конечно, не хотят кушать, но что-то им придется поесть. Но в какой-то момент поесть, я думаю, они, конечно же, захотят. Плюс у них есть такая бессмысленная беседочка, просто мне почему-то захотелось что-то такое сделать, то есть это такая зона барбекю, я думаю, они как-то со временем ее оформят, это будет прям такая отдельная зона для гриля. Вот так, про водоем я сказала. Плюс я им сразу поставила все эти загончики для животных, для птицы, потому что предполагается, что это как бы раньше была такая большая процветающая ферма, где жили родители нашей Сильвии, то есть родители нашей мамочки, которой не стало. Они здесь жили, они здесь себя обеспечивали, все у них было прекрасно и замечательно, но как бы, видимо, родители у них достаточно уже пожилые были, их тоже не стало. Перешла эта ферма ей в наследство, но она как бы об этом не задумалась, потому что дела были прекрасно у ее мужа, они жили в городе, зачем ей этот старый дом? Я думаю, что она туда даже не заезжала, не смотрела вообще, что там происходит. Но все хозпостройки остались, то есть все, что нужно для того, чтобы выжить на ферме, оно все осталось. Мои симы будут платить только за каждого животного, которое они захотят завести. А если бы они еще и за хлеб платили, мне кажется, это бы совсем, короче, не очень было. Так что я поставила 2 курятничка, 2 загончика. Я думаю, что оба будут с коровы, потому что с ламы, ну что с ламы, только шерсть может быть с ламы. Вот 2 коровы — это уже хорошо, это уже заделка на хороший бизнес. То есть если их регулярно доить, сдавать молоко, я думаю, этим можно неплохо заработать, но придется очень сильно так поработать, я бы сказала. Потому что я, кстати, говорила в одном из прошлых видео, что я вообще не пробовала геймплей, я чуть-чуть попробовала завести себе курочек, когда снимала к предыдущему ролику заставку. И, блин, их надо постоянно что-то с ними делать, кормить, чистить, прям каждый день, потому что как только там один день проходит, все, они там уже пахнут, они уже разбегаются, уже выходит сообщение о том, что вы вообще-то плохо следите за своими курочками, они от вас уходят. Я так понимаю, что когда у нас тут будет полное хозяйство, у нас тут будет вообще дел не в проворот. То есть я думаю, как раз к моменту, как мы заведем 2-ю корову, нашей Хлое придется вырасти, чтобы помогать своему отцу, потому что если она будет ходить еще и на учебу, он здесь один вообще не справится. Вот. И сам по себе домик такой, конечно, печальный пока что, весь такой темный. Напоминаю, что света у нас нет официального. И стирать будет Хлоя, скорее всего, в корыте, или папочка наш Бенедикт будет тоже в корыте стирать. В общем, такие условия, ну, да, конечно, не самые вообще лучшие и прекрасные, но в этом и весь прикол, чтобы во всем этом выжить, чтобы построить большой красивый дом, скорее всего, 2-этажный для всех детей, чтобы они жили прекрасно и счастливо. Возможно, все-таки младший сын от них впоследствии уедет в университет, но посмотрим. Я вообще не понимаю, как это все пойдет. Я отдамся на волю случая, так сказать. То есть, как пойдет, так пойдет. То есть первоначальная задача у нас не умереть с голоду. Первоначальная задача у нас покормить детей хотя бы 1-2 раза. Вот. Потом постепенно будем как-то осваивать сад, будем покупать первых курочек, будем покупать какие-то первые продукты, будем учиться делать консервацию, потому что я не очень поняла, в чем смысл консервации. Ну, как бы вы закатали в банку, и что? Что дальше? Что потом с ней делать? Вы потом просто можете их есть, но дальше же в каких-то рецептах оно не используется, вам не нужно варенье, вы просто только отдельно его сможете съесть или вот продать. Я так понимаю, что оно чисто на продажу. Вязать будем, вышивать будем, тоже все на продажу, У нас никто не отменял продавито, на котором мы можем выставлять все свои вещи, чем тоже можем зарабатывать деньги. Тем более, что у нас сейчас есть, помимо вязания, еще вот вышивание. Можно украсить и свой дом, можно украсить чужие дома, продавая все эти предметы. Ну, в общем,
Главное здесь цель, правда, выжить просто на этой ферме, чтобы не умереть с голоду, чтобы как-то себя обеспечить. Второй задачей, конечно же, является ремонт дома, расширение. И я думаю, что как раз-таки вот 5000 симиллионов за воду, 5000 симиллионов за электроэнергию. Что у нас там еще? Канализация отдельная. Я думаю, это будет идеально. То есть платить за разрешение, копить эти деньги для того, чтобы провести воду, чтобы занести туалет в уже отремонтированный дом. Это, кстати, хорошая такая задачка на будущее для моих персонажей. И, кстати, всю постройку вы не увидите, потому что я в какой-то момент остановилась и уже не записывала, потому что я бесконечно лазила в отладках. Я там закопалась полностью, потому что мне нужно было задекорировать весь участок. Мне хотелось, чтобы там и травка была, чтобы там какие-то камушки были, ну, чтобы ни голо, ни лысо было, поэтому я слишком много времени провела в отладках, я решила вас этим не утомлять. Поэтому основную постройку я сделала, записала это все дело, вот сейчас вы это наблюдаете. Но каких-то нюансов, да, вы не увидите. Согласна? Простите, пожалуйста, ну вот как-то так. Все тогда, приятного просмотра до первой серии. Посмотрим, как у нас все пойдет. Я вообще не подозреваю, как это все пойдет, как все зайдет, потому что кто-то уже активно играет в это дополнение. Я вообще только начинаю. Ну, кто меня не знает, я очень долго все соображаю, я очень долго думаю над тем, как же мне подступиться к новому дополнению. Вот, собственно говоря, я нашла идеальное решение, я запустила вообще новый челлендж. Конечно же, это вообще не оригинальная идея, ну, в смысле челленджа, но история у меня оригинальная. Я посмотрела немножечко по остальным людям, поняла, что моя история немножечко перекликается с несколькими крупными блогерами и вообще все переделала. Поэтому это абсолютно новая, придуманная мной история, которая мне безумно понравилась. Мне кажется, она такая душещипательная и захватывающая. Все, мои хорошие, приятного просмотра до первой серии.